Тристан да Кунья. Как живут люди на одном из самых одиноких островов в мире. Тристан да Кунья у географов носит негласный статус самого бесполезного заселенного острова в мире. Формально Тристан да Кунья входит в состав Британской Заморской империи, но по факту это уже давно самостоятельное микрогосударство, и у него есть своя конституция. Остров находится в Атлантическом океане, его площадь 98 квадратных километров, но большую часть острова занимает вулкан. Это одно из самых удаленных населенных мест на Земле. Находится далеко от материков, прямо посреди океана. Расположен в 2816 километров от берегов ЮАР и в 3360 километрах от Южной Америки. Население острова 260 человек. Средняя естественная убыль населения – минус 3 человека в год. Хотя в 2015 году остров праздновал радостный паритет. 4 человека родилось и 4 умерло. Вышли в ноль. Любопытно, что практически все местные жители – потомки 8 мужчин, 6 европейцев и 2 американцев, и 7 женщин, 5 африканок и 2 ирландок. Изредка генофонд жителей Тристана да Куньи пополняется поселенцами из Великобритании. Вся промышленность острова представлена единственной фабрикой по переработке крабов. По сути, это просто большой белый промышленный склад рядом с портом. Сельское хозяйство. Одна картофельная плантация. Так что зря мы белорусов ассоциируем с картофелем. Пальма первенства в любви к картофелю должна перейти к тристанцам, ведь у них картофель составляет большую часть рациона. Иногда выращивают и зерновые. Впрочем, почва тут пока еще плодородная. За всеми этими обширными благами следит местное правительство. Совет острова состоит из 11 человек. 3 назначают британские кураторы, остальных выбирают местные. Главный член совета, за кого проголосуют большинством, назначается главным островитянином. Так что если вы вдруг возмущаетесь, что мы, дескать, кормим своих депутатов и их столько расплодилось, вспомните об острове Тристане. Здесь правительство составляет 5% населения, и это не считая простых чиновников. Теоретически здесь могут быть туристы, но, увы, Тристан да Кунья особо туристам не благоволит. Из достопримечательностей здесь только хижина с соломенной крышей, которая считается музеем, но выставлять тут нечего. Посетителям здесь не разрешается ночевать, при том, что плыть на корабле сюда несколько дней, а самолеты сюда не летают. При этом крупные корабли сюда даже не ходят, только небольшие рыболовные и научные суда. Порт просто не оборудован для приема крупных кораблей. Впрочем, отдельные путешественники утверждают, что жители Тристана бывают гостеприимны, и им даже удавалось тут снять апартаменты за 10 фунтов стерлингов в день, около 800 рублей по нынешнему курсу. Интернет здесь доступен только 4 часа в день и стоит очень дорого. Скорости хватает только на пересылку электронной почты. 2 часа в день жителей развлекает местная радиостанция. Из уникального: здесь обитают вот такие красавцы. Хохлатые пингвины не любят Антарктиду, а предпочитают острова и материковую часть Южной Америки. У Тристана не было никаких событий в истории. Тристан никогда ничего не хотел. Тристан ничего не предложил и не разработал для этого мира. Тристан даже не хочет ни с кем разговаривать. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое.